В мире технологий тоже есть мода. Быстрая и неожиданная смерть легендарного бренда BlackBerry – отличный тому пример. Вот ты находишься на переднем краю инноваций, занимаешь большую долю рынка мобильных устройств, и на счетах у тебя десятки миллиардов долларов. А вот ты уже распродаешь остатки своих патентов, а бренд сдаешь в аренду китайцам, хотя прошло-то всего 10 лет. Вообще, по реакции на слово BlackBerry можно легко определить возраст. Люди, которые в нулевые были взрослыми, легко поймут, что значит это слово. Зумерам, скорее всего, придется гуглить. Собственно, они это и начали делать после того, как на экраны в 2023 году вышел фильм «Кто убил BlackBerry?». Тогда резко выросло количество поисковых запросов, как выглядел BlackBerry и чем BlackBerry отличается от iPhone. А ведь когда-то этот телефон был обязательным для любого уважающего себя белого воротничка, не говоря уже о звездах. История BlackBerry начинается в 1984 году, когда школьные друзья, компьютерные гики Майк Лазаридис и Дуглас Фрейген создали в канадском городе Уотерлоо компанию Research in Motion – исследование в движении. Майк хотел, чтобы в названии обязательно присутствовало слово «research», но большинство комбинаций уже было занято и недоступно для регистрации. Каждая заявка стоила $160, и учредители потратили довольно много денег, пока на телевидении им на глаза не попался малозначительный сюжет под названием Poetry in Motion – поэзия в движении. Первым их офисом стала небольшая комната над магазином бейглов. На первых порах молодые партнеры хотели заниматься модной в то время темой – консалтингом в области программного обеспечения. Но потом решили сосредоточиться на создании устройств для беспроводной передачи данных. Мозгом в этой паре был Лазаридис, способный инженер греческого происхождения. Фундаментальные теоретические знания, изобретательский талант и предприимчивость – у него было идеальное сочетание качеств для этой затеи. Одним из первых устройств в Рим было цифровое рекламное устройство Баджи, позволяющее выводить на экран телевизора текст, набранный на беспроводном пульте клавиатуре. Стартап был не очень успешным, но позволил привлечь внимание автомобильного гиганта General Motors и получить контракт на $600 тысяч. Затем появилась технология беспроводной передачи данных, которая позже станет основой для BlackBerry. Специализацией RIM была связь, модемы, протоколы, мобильные кассовые терминалы. Лазаридис и Фрейген постоянно искали инвесторов. И в 1992 году состоялась знаковая встреча с предпринимателем Джимом Балсили, который сразу оценил перспективы разрабатываемой технологии и предложил купить их бизнес. Продавать всю компанию они отказались, но с удовольствием продали часть акций. Балсили вложил $126 тысяч канадских долларов и стал одним из генеральных директоров компании. Он оказался идеальным продавцом. Компания под его руководством росла стремительно. В 1996 году Лазаридис и Фрейген начали создавать новое революционное устройство – двусторонний пейджер для отправки и приема электронной почты и текстовых сообщений. Помимо прочего, эта штука умела отправлять факсы и преобразовывать текст в речь. Вторая модель этого устройства была создана по заказу IBM, и корпорация закупила таких пейджеров сразу на $10 миллионов, а 3 года спустя, в 1999, появился первый интерактивный пейджер под брендом BlackBerry. BlackBerry 850, так он назывался. BlackBerry переводится как «ежевика». Почему такое странное название, да? Сначала искали что-то со словом «почта», что было логично, но знаменитая маркетинговая компания Lexicon, которая придумала для Intel название Pentium, предложила BlackBerry. У маленьких кнопок пейджера действительно было что-то общее с косточками ежевики. Плюс звонкая буква «Б» с маркетинговой точки зрения считается в английском языке одной из самых надежных. У BlackBerry 850 уже было главное преимущество бренда – полноценная клавиатура, как у компьютера, только меньше. На рынке это вызвало восторг. В том же году RIM размещается на бирже. Доходы растут и к 2000-му утраиваются. Кстати, пейджеры BlackBerry хорошо зарекомендовали себя во время терактов 11 сентября 2001 года. Мобильные сети не справлялись с нагрузкой, а вот BlackBerry работали безотказно, что очень помогало сотрудникам экстренных служб и пострадавшим. В 2002 году компания выпустила BlackBerry 5810. Первое устройство с функциями мобильного телефона. Правда, чтобы звонить по нему, требовалась
гарнитура. Телефон имел черно-белый экран с подсветкой. Пользователю предлагалась электронная почта, СМС, браузер и органайзер с календарем, контактами и блокнотом. Продавалось все это за $499. Через 5 лет Стив Джобс выберет ту же магическую цифру для ценника айфона. RIM смогли удачно совместить карманный компьютер и телефон в одном небольшом устройстве. Небольшие размеры, удобная для печати клавиатура, скорость передачи почтовых сообщений – все это очень нравилось пользователям, в первую очередь бизнесменам и сотрудникам крупных корпораций. Балсили продвигал устройство как мог. Он даже раздавал телефоны бесплатно во время деловых встреч и конференций. BlackBerry с самого начала задумывался как телефон для деловых людей. Главной фишкой устройства был BlackBerry Messenger – собственный сервис мгновенных сообщений. Счастливый обладатель BlackBerry как бы попадал в закрытый элитный клуб. Пока все слали друг другу СМС, он переписывался в прообразе современных мессенджеров с топ-менеджерами и магнатами. Мало того, этот мессенджер был еще и шифрованным. Предполагалось, что это важно для соблюдения коммерческой тайны. Бренд тут же полюбили госслужащие, знаменитости и даже сотрудники спецслужб. Кое-где устройства BlackBerry даже выдавали как служебное средство связи. Конечно, мафия тоже не могла пройти мимо такого подарка. В 2009 году в прессе широко обсуждалась история. Члены итальянской мафиозной группировки Ндрагета вели переговоры о поставке наркотиков со своими партнерами из мексиканского наркокартеля, используя устройство BlackBerry. Возможности BlackBerry поражали. Пользователь BlackBerry мог отправить вам e-mail прямо со своего устройства. И если у вас не было такого же телефона, вам приходилось идти домой и включать компьютер, чтобы это письмо прочитать. Один из директоров RIM вспоминал, что при создании и модернизации гаджета было всего 3 основных требования: время автономной работы, удобство набора текста и безопасность. О развлечениях никто не думал. BlackBerry оставались устройствами для серьезных людей, ну или для тех, кто хотел выглядеть серьезным человеком. Это была удобная, полезная, новаторская, но в первую очередь статусная техника. С BlackBerry появлялись политики и селебрити. Барак Обама во время своей предвыборной кампании не расставался с телефоном BlackBerry, и это, конечно, было придумано опытными политтехнологами. Ну а после выборов вся страна наблюдала, как 44-й президент США борется с секретной службой за право пользоваться своим телефоном на новом посту. Агенты хотели запретить ему смартфон из соображений безопасности, но Барак нашел правовую лазейку и еще долго демонстрировал свой BlackBerry на публичных мероприятиях. Некоторое время без BlackBerry невозможно было представить ни одну нормальную знаменитость. Брэд Питт писал на нем любовные послания Анджелине Джоли. Мадонна никогда не расставалась с телефоном и клала его под подушку. Ким Кардашьян имела целых 3 BlackBerry и не стеснялась выходить с ними на красную дорожку вплоть до 2016 года. А Бритни Спирс с удовольствием рекламировала новинки бренда. В 2006 году супермодель Наоми Кэмпбелл попала под суд за избиение домработницы. Как вы думаете, каким телефоном она швырнула в несчастную женщину? Правильно, BlackBerry. В сети до сих пор можно найти сайт Celebrity BlackBerry Sightings с фотографиями знаменитостей, фанатов этих телефонов и кого там только нет. От Марии Шараповой до Джареда Лето. Мы, скорее всего, не оценили настоящий масштаб BlackBerry Money, потому что в России BlackBerry официально появился только в 2008 году из-за юридических тонкостей, связанных с шифрованием. К этому времени рынок уже был занят конкурентами, и это устройство так и осталось красивой игрушкой для продвинутых пользователей. Но в остальном мире хайп был невероятный. Компания росла и богатела стремительно. В 2000 году ее выручка составила $221 миллион. В 2005 – $1,3 миллиарда, а к 2011 году – $20 миллиардов. 100-кратный рост за 10 лет. Цена акций BlackBerry достигала рекордного максимума в $147 в середине 2008 года, а в 2009 году RIM возглавила рейтинг 100 самых быстрорастущих компаний мира. В том же году бренд занимал гигантские 56% американского и 20% мирового рынка мобильных устройств, уступая только Nokia, и имел 41 миллион пользователей по всему миру. И здесь вы зададите вопрос, а что пошло не так? Ответить на него однозначно тяжело, но есть несколько достаточно очевидных причин. Первое и главное, RIM слишком поверила в себя, не смогла
почувствовать перемены на рынке и проиграла конкуренцию Apple и Google. В июне 2007 года состоялась презентация iPhone 2G. Это был телефон не для работы, а для потребления контента. Там был и медиаплеер, и магазин развлекательных приложений. А через год Google представил собственную операционную систему Android с похожим функционалом. Музыка, кино, игры, соцсети – все это в конечном итоге продавалось гораздо лучше, чем возможность сделать вид, что ты топ-менеджер. Еще один важный момент – компания стала большой и неповоротливой. В 2008 году на рынок вышел BlackBerry Storm – телефон, спроектированный для американского телеком-гиганта Verizon. Спроектирован как убийца айфона. И это был полный провал. Телефон выпустили сырым, полным багов, в нем просто мало что работало. Где-то в этот момент Стив Джобс в своей характерной самоуверенной манере заявил, что Apple навсегда обогнала Рим. А дальше, по воспоминаниям сотрудников BlackBerry, топ-менеджмент начал ругаться между собой, выясняя причину провала, и продолжал делать это до самой смерти компании. Устройства BlackBerry работали по большому счету на старой операционной системе времен пейджеров. BlackBerry оставался модным мобильным телефоном с поддержкой одной только электронной почты, а конкуренты уже вовсю создавали собственные экосистемы. Конечно, Лазаридис и Балсили не сдавались. В 2010 году было продано 100-миллионное устройство RIM, хотя на рынке смартфонов в США iPhone впервые обошел BlackBerry. В августе 2011 года вышел последний смартфон на старой платформе. Появился и первый планшет компании, тут же провалившийся в продаже. Несмотря на неудачи, число пользователей BlackBerry достигло в 2012 году пика за всю историю бренда и составило 80 миллионов человек по всему миру. В странах Карибского бассейна и Латинской Америки 45% владельцев смартфонов имели устройство RIM. Но это была уже инерция. Провал следовал за провалом. Акции RIM подешевели на 90%. Отцы-основатели компании, видя, что не в состоянии выправить ситуацию, подали в отставку. Личные состояния Майка Лазаридиса и Джеймса Балсили, кстати, составляли на тот момент по 800 миллионов долларов. Интересно, что Балсили в последние годы перед уходом из RIM поменял бизнес-ориентиры, горячо заинтересовавшись хоккейными инвестициями. И несколько раз безуспешно пытался приобрести какой-нибудь клуб НХЛ от Питтсбург Пингвинс до Феникс Койотс. В январе 2013 года менеджмент RIM в целях оптимизации бизнеса сократил персонал, продал от греха подальше все корпоративные бизнес-джеты и объявил о переименовании компании в BlackBerry. Компания еще создавала мобильные устройства для второстепенных рынков, но и там ее доля упала с 20 до 3%. В США и Канаде она вообще стремилась к нулю. Запоздавший переход на Android не помог. В 2016 году компания передала право на бренд китайскому производителю бытовой техники TCL, оставив за собой разработку программного обеспечения и сервисные услуги. Китайцы произвели последний смартфон под знаменитым брендом в 2020 году, но он уже не имел никакого отношения к легендарному девайсу. Это было одно из самых громких и стремительных падений в истории высокотехнологичных корпораций. Наглядная демонстрация того, что никакой триумф на этом рынке не длится вечно.